Мировая финансовая система по-прежнему держится на Excel. Конечно, у нас уже есть CRM-ки, есть различные системы, которые работают с базами данных, но все равно, если у вас малый, средний и даже крупный бизнес, все равно вы работаете с Excel. И нам с Excel помогут работать нейросети. Нейронки помогут сохранить тебе десятки часов в твоей работе. И сегодня мы будем чистить базу. Вот есть какая-то выгрузка, да, сеть кофеин, 4 города, и есть прям 2000 строк данных. Здесь у нас есть город Москва. Ну, мы можем увидеть, что городов 4 в сети, но на самом деле в базе их очень много, потому что где-то пишется Ростов, Ростов-на-Дону, Ростов с дефисами, пробелами, Санкт-Петербург, Питер и так далее. Да? Мы также видим, что с датами есть проблема. Формат записи дат разный. Наверняка есть какие-то проблемы еще. Мы не знаем, какие. У нас есть вот такая огромная таблица, и нам нужно привести ее к правильному рабочему виду, с которым можно уже потом дальше будет дэшборд делать. Если вы будете собирать все ошибки руками, то на это уйдет много часов просто для того, чтобы привести эту таблицу в порядок. И мы сейчас этим займемся при помощи чата GPT или Клода. Я уже не пишу промпты сам руками, обычно я делаю это при помощи чата GPT. У меня бесплатная версия, там эта функция работает. Вы включаете микрофончик и просто говорите ему. У меня есть таблица с данными, с сырыми. В этой таблице есть некоторые проблемы. Давай найдем все эти проблемы и посмотрим, как можно их решить. Создай мне отдельную вкладку, где ты перечислишь все существующие проблемы, чтобы я знал, что ты исправлял и где. И еще третью вкладку уже с решенными проблемами. Вычисти все эти данные и сделай мне полную таблицу. Очень важно, чтобы ты ничего не потерял. Если что-то ты не понимаешь, лучше спроси. Теперь я копирую то, что сейчас наговорил. Вы сами видели, что это просто живая речь, ничего особенного, никаких сверхсекретных промптов здесь нет. Просто объясните ему нормальным языком, что вы от него хотите. И мы переходим обратно в Excel, открываем Claude либо чат GPT, он появляется вот в такой рамочке с правой стороны, и вставляем в него этот промпт. Он начинает работать, мы с вами ждем, когда придет ответ от нейронки. Клод сделал свою работу, можно почитать, что он здесь написал, да, вот здесь он написал, какие проблемы встретились, но, в общем-то, это у нас есть и на отдельной вкладке. Вот он сделал отдельную вкладку, назвал ее проблемы данных. Вот, и мы сможем с вами посмотреть 5 разных формат дат, и все эти даты, ну, он перечислил в каких форматах. Так, дальше что он? Количество, он увидел 2000 строк, да, таких, он написал, что он исправлял. Ну, давайте дальше пойдем. Много вариантов написания городов, да, отлично, он все это дело исправил. Много вариантов названия кофеин, хотя у нас там, ну, есть разный регистр, да, несколько кофеин, но есть практически одинаковые названия, но немножко отличающиеся. Опечатка регистра в названиях напитков, так, лишние пробелы, да, лишние двойные пробелы, e-mail в разном регистре, тоже он это нашел. Это не сильно принципиальная проблема, но тоже хорошо бы, чтобы это было исправлено. 5 разных форматов телефонов. Да, вот он нашел разные форматы телефона и все привел к единому стандарту. Это очень здорово. Пустые контактные данные. Здесь он ничего сделать не сможет, потому что не знает. Да. Повторяющийся ID заказа — это дубли. Он нашел дубли. Полные дубликаты строк, то есть это полные дубли вообще всего. Некорректная стоимость заказа, нули или отрицательные значения. Несогласованные ФИО. Мужское имя, женская фамилия, наоборот. Максим Кузнецова, Ольга Михайлов. Интересно. Интересно. Ну, давай посмотрим, а как же он решил эти данные. Так, мы смотрим вкладку. Здесь действительно у нас осталось 4 города. Даты у нас все приведены к одному формату. Да, посмотрим, как это было в начале. В начале вот у нас проблема была. Здесь все к одному формату приведено. Так, что еще? Телефоны все приведены к одному формату. Вот мы видим в некоторых местах пропуски, e-mail, то есть все данные приведены к единому формату. Сейчас мы ему зададим еще одну интересную такую задачку. Посмотрим, как он ее решит. Ну что ж, это уже достойно лайка. Ставь лайк этому видео и идем дальше.
Я добавил еще один столбец, вот столбец I. Здесь формула — это просто умножение количества заказов на стоимость заказа, да, он просто умножает. Но здесь я, смотрите, что сделал. Я в некоторых ячейках вот здесь в стоимости заказа написал 350 руб, ну и вот здесь тоже написал руб. Ну, то есть сымитировал, что кто-то не просто цифру внес, а что-то еще дописал, да, такое бывает. И вот я ему написал, что вижу ошибки в столбце I, вот я вижу, да, что в столбце I есть какие-то значки, вот мне нужно их исправить. Я ему говорю, разберись, что это такое, и исправь. Вот сейчас мы посмотрим, что он сделает. Что мы с вами вообще в принципе видим? То есть он нашел вот здесь, да, в этой странице, пока он работает, да, мы поговорим вот об этом. Здесь он нашел 13 типов ошибок и к ним предложил какие-то решения. Да, не все он смог решить. Понятно, что если имени нет или телефона нет, то он его не придумывает и не должен придумывать. Но он нашел все типы ошибок, которые здесь были заложены. Некоторые даже, их очень тяжело найти. Вы представляете, найти где-то пробелы, двойные пробелы. Это может сказаться потом, когда мы будем работать с базами данных. Просто эти данные не выгрузятся корректно, не смогут быть использованы там в дэшбордах, например. Он нашел вот разные проблемы и мгновенно их решил. Ну, как мгновенно? Ну, там 5 минут он работал над этой задачей, и он их решил. Давайте посмотрим, что он... Да, все он исправил, убрал рубли, и все стало считаться нормально. Заголовок остался служебным, но я тут здесь действительно ничего не умножал. Вот, да, он не писал, точнее, заголовок, да, про умножение. Назовите его, иначе формулы на него будут ссылаться неочевидно. То есть, ну, да, там, возможно, где-то что-то не поймет. Стоимость заказа была в рублях. Ну, в общем, короче, он все это понял. То есть вот так он решил нашу проблему со всеми данными. Данные вычищены. В принципе, можно попробовать проверить их руками, но вы можете даже в промпте ему написать, взять вот эти исходные данные и подсветить там разными цветами разные проблемы. Но, в принципе, вот здесь он все это дело написал. Теперь посмотрим буквально одним глазом, как справился чат GPT. Это сделал Клод. Да, теперь посмотрим, как с этой же задачей, с таким же промптом справился чат GPT. Ну а ты пока подпишись, здесь про нейронки и дизайн, а мы смотрим, что будет дальше. Он подошел по-другому, он сделал по-другому, вот такое у него, не сильно наглядно, да, но мы здесь тоже видим, что там дату он сделал, сколько дублей, сколько там колонок, там чего он использовал. И здесь интересно, что сделал чат GPT, он написал тип проблемы, да, например, нестандартная дата, написал, сколько в количестве таких нестандартных дат и ячейки. То есть мы, когда видим, там, например, пропущенное значение телефона, мы можем увидеть ячейки, в которых это пропущено. И вот чат GPT, в общем-то, ну, это можно и Клоду сказать, да, Клоду в промпт внести, что покажи мне, в каких ячейках проблемы, да, чтобы он этот столбик добавил. Это хорошее решение, интересное, чтобы я сразу мог пойти в данные и посмотреть, где была проблема и как он ее исправлял, это классно. Мне не понравился вот результат. Во-первых, он вообще не исправил. У нас, как в Санкт-Петербурге были разные, так и остались. Даты он поправил, но он их привел к двум форматам. То есть это формат дат. Он в проблемах написал, что даты пишутся по-разному, да, нестандартные даты. Вот, но он привел к формату дат, но их два все равно. Ну, не знаю, может быть, системы, в которых мы будем дэшборды строить, это тоже поймут. Но лучше, конечно, чтобы все было в одном формате. Потом формат телефонов он тоже как-то не привел к одному. То есть он проблему увидел, но не стал ее решать. Когда я вижу вот такой результат, у меня доверие снижается. То есть я не могу понять, сделал ли он работу или не сделал. Точнее, я вижу, что он сделал ее как-то частично, и работа недоделанная. Я могу, конечно, написать промпт, сказать, давай вот исправь, ну, то есть исправь все эти проблемы, он, ну, по идее, исправит, но мне не очень нравится этот вариант. Сейчас мы попробуем сделать интересную вещь, мы попробуем сделать дэшборд, очень простой. Вот сейчас вы услышите, как я создаю промпт. Сделай интерактивный дэшборд, чтобы было визуально понятно, и чтобы визуально представил ты данные, и я мог принимать какие-то управленческие решения. Сделай его на отдельной вкладке. Такой
максимально это человек, который вообще не понимает ничего из реальности данных, да, ну то есть если бы я был собственником бизнеса и я бы знал про эти данные что-то, это тестовые мои данные, которые я придумал. Если бы я был собственником бизнеса, наверное, я был бы как-то более погружен и смог бы посерьезнее задать промпт, сказать, что конкретно я хочу увидеть. Клод вам может предложить какой-то другой нестандартный взгляд, вы его не якорите ни на что, а вот такой максимально абстрактный запрос делаете. Посмотрим, что он даст. И может быть, это будет интересным взглядом. Если вам результат не понравится, вы, соответственно, можете ему сказать, давай вот такой разрез, давай вот это первостепенное, важнее вот это, ну, то есть что-то ему сказать. Напиши в комментариях, как ты собираешь данные, с какими таблицами ты работаешь, и мы посмотрим, как я, может быть, сниму видео про то, как решать конкретно твою задачу. Это будет интересно. Ну вот Клод заканчивает работу, он уже сделал интерактивный дэшборд на отдельной вкладке. Вот такой у нас дэшборд. Ну, сейчас, наверное, вы увидите и скажете, ух ты, сколько графиков и как все круто. Надо смотреть, да, нужно, сильно не радуйтесь. Да, он очень интересно, что он вынес все цифры. Все эти цифры мы можем там проверить и посмотреть, сразу наглядно видно, какая у нас выручка, сколько заказов, сколько продано чашек, там средний чек и так далее. Да, мы видим выручку по месяцам, как у нас за несколько лет даже, да, там мы видим динамику за несколько лет, видим, что вот там в мае у нас какие-то всплески были. Выручка по городам, где у нас неожиданно Ростов в топе у нас, да. Хорошо оформлены данные, интересные данные он выбрал, молодец. Здесь он сделал управленческие выводы, хорошие выводы, да, он наглядно нам показывает какие-то важные, он выбрал важное и подсветил это. Вот, но вообще, если бы у нас данные были более объемные, мы бы увидели получше какие-то и выводы. В общем, все работает, все можно отфильтровать, например, там по городу, давайте посмотрим, Москва. Вот он показывает нам сейчас данные только по Москве. Здесь данные остались, потому что было бы странно их отсюда убирать. По-моему, все очень круто. Все делается, вот это все создано за 20 минут. Это, по-моему, очень все круто, и теперь можно даже малому бизнесу, который никогда не думал о том, что вот какая-то такая автоматизация, какие-то такие вот крутые дэшборды можно делать, можно все создавать очень быстро, и он подскажет вам еще и какие данные вам стоит собирать, что с ними делать, как их анализировать и как улучшить то, что уже есть. Но все это живет в Excel, повторюсь, да, здесь есть и Клод, и чат GPT. Как сделал чат GPT, мне не очень понравилось, но в целом тут вопрос запроса, промпта. То есть если бы мы его попросили докрутить, он бы сделал все так, как нам нужно. Возможно, не самая умная модель сейчас здесь в чате GPT, потому что у меня нет подписки на него, а в Клоде все-таки Opus 5 я поставил, и это старшая модель. С такими задачами и Клод, и чат GPT справляется очень легко. И это все экономит огромное количество времени, работая в Excel. Более того, ну, дело не только во времени, а и в навыках. Я, например, такие дэшборды строить не умею. Выискивать косяки в данных я тоже не умею. Это нужен специальный человек, который знает, какие косяки в данных могут быть и знает, куда смотреть, куда искать. Вряд ли бы, если бы я сам чистил таблицу, я бы нашел все 13 пунктов. Скорее всего, нашел бы 4-5 пунктов и все, и на этом бы остановился. Поэтому, пожалуйста, используйте. Задавайте ему разные запросы, и он с вашими данными сделает настоящее чудо. Ну а как сделать нормальный дэшборд, мы с вами поговорим в одном из следующих видео.